Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня у нас изысканная выпечка. Великолепный торт, в нем коржи безе с орехами и очень вкусный заварной кофейный крем. Готовится торт не слишком сложно, если соблюдать все нюансы из этого видео. Все расскажу и покажу подробно. Нежнейшая выпечка, которая тает во рту. Подписывайтесь на канал, найдете много вкусных и простых рецептов. В самом начале нам нужно очень аккуратно отделить белки от желтков. Напоминаю, что нужно делать это в чистую сухую посуду, без капли жира и влаги, так как безе мы будем взбивать, и при попадании этих ингредиентов оно просто может у нас не взбиться как положено. Добавляю немножко соли, буквально щепотку, взбиваю до крутой пены и затем тонкой струйкой всыпаю сахар и буду взбивать примерно 10 минут. В это время я нарезаю грецкие орехи, но не слишком мелко, а так, чтобы вот такие довольно крупные кусочки попадались. Предварительно я эти орехи подсушила на сухой сковороде. В конце взбивания в белки я добавляю лимонный сок, ванильный сахар и также кукурузный крахмал. И еще буквально секунд 30-40 взбиваю миксером. Вот так вот помогаю лопаточкой силиконовой, чтобы все ингредиенты хорошо вмешались. И, как всегда по традиции, проверяем безе путем переворачивания. Если оно не выпадает из миски, значит взбивать достаточно. Добавляю сюда грецкие орехи, очень аккуратно снизу вверх перемешиваю, недолго, буквально несколько движений, чтобы масса не осела. И буду выкладывать безе в форму. У меня круглая разъемная форма, я ее выстилаю пергаментом, дно и бока ни в коем случае ничем не смазываю. Выкладываю сюда всю массу и разравниваю. Духовка у меня разогрета на 130 градусов. Будет безе сушиться примерно 2-2,5 часа. Обратите внимание, что время может отличаться в зависимости от вашей духовки. Поэтому это всегда происходит по-разному. Может быть, вам хватит даже 2 часов. Вот у меня безе уже готово. Проверяется оно вот так вот путем постукивания. Если звучит такой звук характерный, сухой, значит уже сушить достаточно. Я закрываю духовку, выключаю и оставляю безе еще на 1 час постоять и постепенно остыть, чтобы оно резко не осело. И только теперь готовлю массу для второго коржа. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя сразу же взбивать белки на 2 коржа, иначе они осядут. Также точно ставлю выпекаться. В это время я готовлю крем. У меня осталось 8 желтков от 2 коржей соответственно. Я в них добавляю муку и перемешиваю. Далее постепенно я сюда вливаю из общего количества 100 мл молока и перемешиваю так, чтобы масса была без комочков. Оставшееся молоко я выливаю в кастрюлю, добавляю в него сахар и растворимый кофе, 4 чайные ложки. Все это хорошо перемешиваю, ставлю на огонь, эту массу нужно закипятить. И когда закипело, я при постоянном помешивании ввожу сюда желтки вместе с мукой и молоком. И постепенно, вот так вот постоянно помешивая уже на небольшом огне, завариваю крем. Ну, как всегда, в принципе, мы его и варим. Как только появились первые бульки, провариваю буквально 10-20 секунд, снимаю с огня, еще раз хорошо перемешиваю, накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалась корка, и эту массу нужно полностью остудить. Заранее также нужно достать сливочное масло, чтобы оно было комнатной температуры. Коржи у меня полностью остыли. Теперь их можно аккуратно вырезать из формы острым ножом. Напоминаю, что коржи должны у нас были постоять в выключенной духовке 1 час и потом полностью остыть при комнатной температуре. Только потом их можно доставать из формы. Это очень важно. Вот видите, какие они сухие, даже внешне получились. Еще раз я их проверяю. Абсолютно нигде ничего, никакой влаги нету. Если будете выпекать коржи, к примеру, заранее, что я очень часто делаю, потому что торт достаточно трудоемкий,
и можно выпечь коржи накануне, но только тогда их обязательно нужно хранить в полиэтиленовом пакете, который плотно нужно завязать, чтобы не было доступа влаги. Я так вот и сделала. Теперь я буду готовить крем. Как вы помните, масло мы достали заранее из холодильника, оно у нас абсолютно мягкое, я его взбиваю, и вот та вот кофейная масса, которую мы заварили, она уже полностью остыла. И теперь я по 1 столовой ложке добавляю во взбитое масло и продолжаю взбивать до посветления крема. Снова вот так лопаткой все снимаю, чтобы было однородно. Получается очень воздушный, пышный, вкусный кофейный заварной крем. Он слегка вот такой еще, видите, как живой, но когда он постоит в холодильнике, он станет очень густым. Ну а теперь собираю торт. На первый корж я выкладываю большую часть крема и разравниваю ровным слоем. В принципе, этот торт не нужно собирать в форме, поскольку крем не вытекает. Он может слегка еще вот так вот по бокам выступать, но нам это и нужно, потому что бока мы тоже будем смазывать кремом. Сверху устанавливаю, выкладываю второй корж дном вверх, чтобы поверхность торта была ровная. И опять выкладываю крем, уже меньшую часть крема я оставила еще для украшения немного и для боков торта. Ну, нужно так вот равномерно распределить. И вот та крошка, которая у меня осталась, которую мы счищали всякие неровности из безе, я вот нею буду украшать торт. Вот так вот бока и верх тортика присыпаю этой крошкой. Ну, как видите, друзья, в принципе, конечно, ничего сложного. Многие мне всегда говорят: ой, такие торты из безе, они трудоемкие. Ну, конечно, но еще никто не придумал такой какой-то быстроты выполнения этого торта, такого алгоритма. Но все безе, оно сушится на низкой температуре и довольно долго. Но результат стоит потраченных усилий. Теперь торт мы украшаем, ну, по своему желанию, как хотите. Я вот использую кондитерские насадки, кондитерский мешок. Ну и вот таким вот способом, нехитрым, лишний раз повторяю, что я домашний кулинар, домашний кондитер, я не умею красиво украшать, но вот так, как я вижу, вот я так и сделала. Тортик ставим в холодильник на несколько часов, и потом уже, конечно, можно его нарезать порционно. Но, как видите, вот так он выглядит у меня в разрезе. Коржи сухие, крем масляный. Если хотите, чтобы корж был более мягкий, то оставьте торт при комнатной температуре. Если хотите, чтобы коржи, соответственно, хрустели, то нужно, конечно, торт отправлять в холодильник. Друзья, стоит потраченных усилий. Еще раз вам хочу акцентировать внимание, что иногда стоит заморочиться, чтобы получить изысканную выпечку. Благодарю за просмотр. Всем мира и добра!